Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. И всем снова здравствуйте. Все то же самое, 25 апреля и 19, по-моему, день сезона, когда мы проходим, скоростные прохождения, третий этап у нас. И давайте посмотрим Мороз-Яд. Связь стихий у меня вот такая. Я уже пробежался по подземельям, сделал что смог, завтра, естественно, меня все поперебивают, некоторые успехи у меня здесь есть. Итак, ядовитая могила. Естественно, у нас здесь доминирует ледяной взрыв вместе с Фредгундой. Фредгунда здесь тоже большую часть урона вносит. Мало того, что она массухой бьет, да, по всей карте. Плюс ко всему, она еще больше разгоняет наших ледяных взрывников. Тут у нас, естественно, одежда такая, снаряжение, что мы максимально усиливаем билдель. Но еще и в урон отделе именно Фредгунду. Она здесь потому что очень неплохо помогает. Итак, 11 секунд. Никаких нюансов вообще в принципе. Единственное, что здесь у нас Виньяра стоит. Я ей выкрутил, по-моему, максимальное количество ускорения, которое я смог поставить. И вот эту вещь, конечно, желательно обязательно. Чтобы бонус к урону был. Ускорение плюс 3 видим. Чтобы она как можно быстрее стартовала. То же самое можете сделать с кем-то, вот, допустим, ключевым. Просто ждем, пока Виньяра сходит и снимет усиление с Гарпи. Наложит разлом, соответственно. И, по-моему... нет, я использовал. Ходит Фредгунда, и я тут же включаю билдель. Нет, даже не успеваю. То есть не понадобилось билдель включать. Но бывает так, что остается немножечко, и мы тут же включаем билдель, и она прям за ульту добивает. И мы не теряем время. Второе место. То же самое. Не буду. Правда, единственное, что пробуждение поменьше. Но здесь большой запас по урону, поэтому я думаю, что это не важно. Здесь у нас Фредгунда плюс 1, билдель тоже плюс 2, и разница там в 10-й доли. Тоже показывать не буду. Здесь у нас Мира вместо Виньяры. Кстати, мне кажется, зря. Да, Мира очень рано ходит, стартует. Правда, единственное, что обычно тогда его в разлом одевают. Но кто у него снимает баф? Таланта нету. И, соответственно, таланта нету. То есть никто не снимает. Возможно, что он не сильно заморачивался. Просто прошел той командой, которой он бил остальные подземелья. Он там использовал такую же команду. То же самое. Топ-10 проглядим. Здесь у нас уже и Урион, недокачанные таланты. В общем, люди на расслабоне. Может быть, завтра начнут заморачиваться, но сегодня они сделали себе выходной. Топ-10. Так, топ-15. Топ-20. Может быть, я просто думаю, какую-то интересную команду здесь увидим. Нет, даже вот как-то так вот. Люди особо не заморачиваются. Ладно. Единственное, что, кстати, да, Этерил. Вообще по Этерил сразу скажу. Мне кажется, она здесь неплохо бы справилась совместно с Хвитар. Может быть, даже без Хвитар. Единственное, что урон у нее все-таки массовый больше. И мне кажется, что так быстро, как билдель, конечно, не справилась бы. Да, она дымков бы сняла очень быстро, то есть моментально. Но дальше, как вот, допустим, с Ашетиусом, да, он снимает дымков за один удар всех. Но в одну цель он бьет довольно-таки слабенько. Мне кажется, здесь с Этерил было бы то же самое. Так, проклятая могила. Как вы думаете, какой командой я здесь бил? Той же самой. Единственное, что Виньяра уже здесь не нужна, снимать здесь особо нечего, я поставил Мира. Мира я здесь поставил на разлом, потому что он довольно-таки быстро ходит, 8 секунд. Поэтому у него точность, поэтому у него вот этот мифический предмет. Сам он урона не наносит, поэтому ни пробуждение, ни это особо не важно. Точнее, вообще не важно. В остальном я их, по-моему, не менял. То есть это та же самая команда. Просто заменил одного героя на другого.
Причем обращу внимание, я здесь поставил кота. Почему? Потому что наложить ослабление все равно ни кот, ни голем не успеет. Но у кота у меня таланты с уроном получше. Поэтому от него толку будет больше, чем с големом. И у кота у меня здесь атаки больше, чем у голема. Поэтому на это тоже внимание обращайте. Он здесь кастует свое ослабление только через 8 секунд. А у нас все время боя 11 секунд, поэтому не стоит на это обращать внимание. Я имею в виду заморачиваться насчет того, кот там, либо голем, либо еще кто-то. Главное, какие таланты и какие характеристики. Расстановку обращайте внимание, да, здесь Фредмунда за билды, естественно, и по бокам у него усиляторы. Сразу же после Фредмунда я использовал навык билдель, и она добивает. Возможно, что за счет этого сэкономил немножечко времени, может 10-ю секунду, может быть меньше. Здесь уже цель одна, и поэтому здесь весь урон почти, да, уже Фредмунда столько не наносит. Также обращайте внимание на ускорение. Если вдруг у меня где-то есть, это значит, что я пытался ускорить использование навыка. Я на память, конечно же, уже не помню, но ключевых таких героев, типа вот Шину там, да, либо там тот, кто разлом накладывает, либо, допустим, Билдель, если она обычно ходит последней. Я, скорее всего, бывало, что ускорение пытался без ущерба для урона выкрутить. Видим, здесь какое-то ускорение все-таки собрал. Это не случайно. Не знаю, помогло оно либо нет, но я его собрал. Такая же команда второе место, и, по-моему, такая же команда третье. Только единственное, что он не стал уже заморачиваться, он оставил Виньяру. Ну, кстати, те же самые 11 секунд, единственное, что с десятыми долями секунды у меня получилось получше. Здесь тоже Виньяра. Здесь тоже Виньяра. И, кстати, обратите внимание, он зачем-то ставил сундук. Если он за 15 секунд делает, зачем здесь сундук? Может быть, у него таланты здесь получше, не знаю. Так, ладно, продвинемся побыстрее, потому что смотреть здесь особо не на что. Везде стандартный классический ледяной взрыв. Так, ну здесь показывать нечего по проклятой. Гнилая. Ну, это, наверное, самая простая дисциплина, если у вас не совсем ранний сервер, сезон. Потому что, если касается вопрос морозного яда, да, ну, вообще мороза, льда, то здесь в одну цель, ну, всегда ледяной взрыв. Всегда ледяной взрыв. Ничего не менял, единственное, что с сундуком получилось чуть-чуть побыстрее. Чуть-чуть, видим 10 секунд, у всех остальных 11. Фишка та же, да? То есть нас вроде бы жаба и отталкивает, но при этом не мешает нам вовремя использовать свои навыки. Та же самая команда абсолютно, но добавлен сундук. Причем сундук с ускорением, хотя мне кажется, это особо не важно. А может и важно, кстати, может быть и важно. Чем раньше она наложит замедление, сундук, тем больше оно съест, так сказать, времени у жабы. Расстановка такая же, видим. Все на авто, насколько я помню. Мира накладывает разлом. Хоп, Шина, хоп, сова и хоп, Билдель добивает. За счет того, что она добила именно ультой, видим, что мы не потратили дальше время на то, чтобы прошла анимация боевого навыка. Поменьше здесь урон, не 800 уже тысяч, но его было достаточно. Ну, проходили здесь теми же самыми командами, никто ничего не менял. Может быть, завтра там Инфернал будет что-то менять, когда будет проходить, будет улучшать. Может быть, не будет. Может быть, они еще будут что-то улучшать, не знаю. Видим, что люди здесь особо не заморачивались. То есть даже Филосия стоит с рейтой, даже с пятой этой. То есть зачем она ему нужна? Поддержка, я имею в виду, с учетом времени боя. Ну, возможно, что просто еще не проходили люди, именно на скорость. То есть это обычная проходка, которой они фармят подземелья, а не делают скоростное прохождение. Без пробуждения видим, да, тоже 19 секунд. Причем, возможно, тоже на скорость не проходил. Возможно, это обычная проходка. Скорее всего, так и есть. Скорее всего, вся возня у нас начнется завтра. Причем не просто завтра, а под конец дня. Именно под конец дня.
Так, кто у нас здесь? Нечестивые руины. 11 секунд. Как вы думаете, какой же я командой проходил? Все правильно, той же самой. Абсолютно той же самой. Хотя, подождите-ка, что-то здесь, по-моему, изменилось. 50 ускорения. 13 вроде бы было, 30 было, но 34 не помню. Возможно, здесь я подкрутил. Нет, ну, билдель я не трогал. Здесь те же самые 30. Ну, может быть, что-то подкрутил, может быть и нет. Тот же самый код. Ну, давайте посмотрим. Пока оно грузится. Видно, что те же самые команды, люди пока что еще не заморачивались. И та же самая расстановка. Сова, шина и тут же билдель. Ну, кстати, может быть, если билдель бы я не трогал, она бы быстрее все-таки ударила бы боевым. Не знаю. Останется для меня загадкой. 800 309, нормально. Ну, на самом деле, видео можно было сделать, наверное, на минут 5. Потому что здесь вообще нечего показывать. Просто одна и та же команда везде, во всех подземельях. Я ничего не буду показывать тут. Потому что, смотрите, да, ну здесь уже поддержка какая-то, она здесь абсолютно не нужна. То есть человек даже на скорость не проходил еще. Ладно. Интересных команд мы здесь не увидим. Древнее поле битвы. Древнее поле битвы здесь я не смог обогнать. Не смог. Может быть, еще попробую. 14 секунд есть. 10-й, возможно, что я смогу еще у него украсть, скажем так. У него здесь, можно сказать, такая же команда, как у меня. Единственное, что +1, но он ни на что не влияет. И здесь, кстати, олень у него. Олень, но вот с таким набором талантов. Здесь у него урон. Здесь у него урон. Здесь у него урон и сет вот этот на ускорение и на раздачу. Не совсем понимаю, правда, зачем, но он тут есть. Разломчик и билделька. Ну, кстати, ничего себе, 156. 3400. У меня, по-моему, поменьше. Ну да, на 20%. Но у меня здесь побольше крит урона. Ну, хотя у него здесь 20%. На 60, грубо говоря, процентов конвертируется. Ну, в общем, у него урона получилось больше. Либо просто быстрее. У меня здесь та же самая команда. Единственное, что я Зораку выкрутил сопротивление. Видим. Ну, ключик вот, все как обычно. Мира танкует. И, кстати, Фредгунди пришлось поставить неуязвимость, потому что она очень быстро умирала. Пришлось поставить... Это все изменения, которые были здесь в команде. 15 секунд, та же самая, только с Виньярой. Так, а у него кто? Тоже Виньяра. Но только у него здесь олень, давайте посмотрим. Расстановка вот такая. Виньяра в углу. Провинилась, поставили ее в угол. Сова, шина. И билдель. У меня она была по-другому. То есть расстановка та же самая, единственное, что в угол я Зорака поставил. Я выжидал мира, чтобы вот этот навык сработал, и сразу, как только он срабатывает, я накидываю ему разлом. Ну, иначе, сами понимаете, разлом он снимет. Учитывая снижение урона большое, я потерял много времени, очень видим. Я, возможно, здесь что-то не понимаю, да, я делаю не так. Неэффективно. Я помню, что один раз, по-моему, в прошлом или позапрошлом сезоне у Инфернала +5 билдель, по-моему, за 7 секунд прошел. То есть с первого же боевого навыка босс ни одного усиления себе на снижение урона не смог успеть накинуть. У него просто билдель с одного боевого, жух, его выкосило. Так что 13 секунд, это 14 точнее, это еще фигня. Так, кто у нас кем еще проходил? Ну, то же самое все. Здесь уже пошла поддержка в наличии, да. Это обычные проходки. Тут, я так понимаю, на скорость еще никто не проходил, в том числе наш. Вон, смотрите, талант еще не вкатит. Да, это старая проходка совсем. Ну, тогда показывать здесь особо нечего. Давайте 10-й покажу. Покажу вам 15-ю. 20-ю.
Да, это обычные проходки. Так как это у нас сервера старые, ветеранские и все остальное, да, то есть после 4-го сезона у нас тут просто все герои есть практически. И тут, конечно же, какого-то разнообразия большого мы не увидим. А я хотел сказать для новичков, понимаю, что у вас там и связь стихий другая, понимаю, что баннеров еще толком не было, только вот этот морозный был, да, и выбора героев, практически нету. Поэтому надо учитывать, что вам выпало, если вдруг вы код пророчества использовали, если вдруг вы донатили, если вдруг вы покупали там сундуки с эксклюзивкой, там брали анализис, то есть собрали ауру. Понятно, что у вас костяк будет из ауры. И я так и говорил, что лучше всего, допустим, там какую-нибудь Иманлейду, либо Торесию ставить. Лучше вот так вот, наверное, да? Либо с Диантой. Я не знаю, как сильнее получится с Диантой, либо с Анализис. Мне кажется, что с Диантой. А может быть вообще с Линкосом, а может быть с Шахлой. Не знаю. В общем, нужно два героя ауры. И здесь, например, когда вы проходите дисциплину Мороза Яда, мы ставим вот так вот просто всех героев. И тот, кто у вас есть, скорее всего, это будет, например, герой поддержки, да? То есть поставьте там какого-нибудь танка, какого-нибудь, если там надо снимать усиление, например, Вориша там, и какого-нибудь лечения. Если взяли Филосию, например, Филосию. Если нужна Виньяра, да, поставьте Виньяру. И вот так вот. То есть целевую стихию ставите 3 героев вот этих вспомогательных, которые обеспечат вам выживаемость, да, и необходимые свойства, например, снятия дебаф. Либо наложение, ослабление штрафа к атаке, я имею в виду. И чтобы уже ваши основные ДД, которые у вас есть на аккаунте, они делали свое дело. И так просто меняете связи стихий, когда проходите другую дисциплину, ставите уже, например, с молнией с омертвления, да, там какого-нибудь Натаниэля, Эстеллу и какого-нибудь танка, кто там у нас хорошо справлялся. И вот так вот все дисциплины можете закрывать, в том числе там огонь-яд-то, понятно, подходит, а вот остальные можете так закрывать. Это вот единственное, что я хотел сказать. Мы так всегда делали, когда у нас были, ранние сезоны, и когда у нас школы еще не были собраны. У нас первые сезоны, допустим, это был, конечно же, ледяной взрыв, то есть он закрывал все дисциплины. Вот таким образом. Мы ставили Билдель и Шину, и все. И любых 3 героя других. И в одну цель они выносили любой подземелье. Как я уже сказал, если у вас никого нету, но вы выбили вот этих вот эпических, их, в принципе, возможно, что тоже хватит. Если вы не знаете, да, Бладин, он особо не наносит урон, его главная функция — это баф и ледяные кристаллы раздавать. А урон у нас вот в ледяном взрыве наносят из нелегендарок, это вот Гертин и Надя. Эти не помню, вроде бы вот это еще более-менее, и вот этот вроде бы более-менее, но чаще всего мы используем вот этих, потому что они лучше всего. А на этом все, всем спасибо и всем пока.